пьет шампанское, потому что бутылки с жилища з-под шампанского вываливаются, и питается грибочками, потому нема грибочків. Потому что лесной человек все грибы уже пособирал. Хотя вот стоит, к примеру, дынь. Так что не все он еще съел грибы. Может, даже кому надо жилье, можно снять в аренду. О, перья валяются, значит, кого-то съели здесь. Надеюсь, не людоеды. О, смотрите. Это крутенькое жилище. Мы идем встречать рассвет. Осталось минут 10. Люди уже здесь есть. Ты как настоящий. Утренний кофе до рассвета. Машины уже повыезжали, народ уже ждет. А, мусор забирает, да? Леня сказал, надо снимать. Начался рассвет, да? Надо снимать. Солнце написано, да? Да, и он вылазит, смотри, как раз. Минута в минуту. Ага. Оно из-за океана. Встретили рассвет. Птички уже проснулись, как вы слышите. Собираем вещи и едем. Посмотрим, есть ли грибы. Мы сами в домике. Все остальные домики пустые, никого нет. Что нам здесь красота. В этом мы были в прошлый раз. Все, пошли сдавать ключи и уезжаем. На сегодня, кстати, прогноз дождей и, может быть, даже грозы. Итак, народ, последний день нашего путешествия называется грибалка. Ножики есть. Перчатки обязательно. Да, и все самое главное, что вот маленькие рыжики есть. Смотрите, рыжик, ну, растоптали, вывалили. Народ пробегается местный. Ну, и, в принципе, рыжики есть. Они только пошли. Смотрите, вот они, видите? Вот, вот. Так что, вот, только растут. Самое хорошо, что мы заехали. Сегодня мы выехали пораньше. И решили поехать сначала, заехать за рыжиками, а потом уже поехать в Буэнос-Айрес. Только зашли в лес, вот, в принципе, уже и начали собирать. Масленка тоже нашли. Видели рядовки сбитые. Видно, олени пробежались какие-нибудь по рядовкам. Но так как еще маленькие, то надо хорошо смотреть. Вот сыроежки есть. Вот они уже. Некоторые хороши. О, настоящий рыжик. Света говорит, много брать не будем. Не хочу я с ними возиться. Так что посмотрим. Одно дело говорить, а другое дело, когда она увидит рыжики. Вот мы имеем в виду маслята. Это мы вот это вот называем маслятами. Видите? Вот. Знаете, да, что червивых грибов нету в этом самом Аргентине. Кто не верит, проверяйте. Ну все, уже глаз привык, уже начинаем рыжики резать и рассказывать. Еще куча рядовок. Но мы рядовки не берем. Хотя вот с Наташей разговаривали. Наташа сказала, что самый вкусный гриб, который всем нравится. Но мы прикидываем, очень долго их вымачивать. Я один раз набрал. В конечном итоге все равно их пошел в мусорку, выкинул. Так что даже резать не буду. Зачем? Пускай кто хочет их брать и вымачивать, пускай он с ними вошкается. А мы нет. Мы решили, что рыжики это наш гриб. Тем более, что если он есть, то зачем? Смотрите. Можно было бы дать и подождать. Если бы это была Германия, можно было бы поставить табличку, что это мой гриб. И никто бы не взял, и он подрос. Но нам далеко потом возвращаться обратно
за ним, так что мы не будем этим заниматься. Шутки. Это я просто слышал, что говорят, в Германии там, типа, свой гриб ставишь табличку, никто не возьмет. Думаю, ну да, как раз. Поставь табличку, и никто твоего гриба не возьмет. Тогда, может, лучше сразу поставить мой лес табличку. Смотрите, видите? Ну, бегают лоси всякие, наступают своими копытами. Рядовки. Смотрите, сколько тут рядовок. Я вам просто покажу. Вот рядовки. И вот рядовки, кто-то позбивал их. И, ну, я говорю, лоси бегают. Вот рядовочки растут. И вон рядовки тоже. Смотри, какие. А еще я издалека вижу, бо я в очках. Так что идем, я покажу еще рядовки, которые я еще не подходил, но я издалека их увидел. Мы их не берем. Вот, смотрите. Рядовочки. И вот пошел, понесся. Вот дальше продолжается. Так, тут между ними рыжики, которые я сейчас соберу. Вот дальше продолжаются рядовки. Смотрите. Маленькая, большие. Вон целая куча маленьких. Вон куча маленьких. И смотрите, доверху. Все усеяно рядовками. Место секретное, сразу скажу, даже не спрашивайте, где это. Кто ж грибные места себе рассказывает, правда? Ах, смотри, какие красивые. Хай растут. А это, чтобы никто не нашел. Чтобы наши любимые рядовки никто не потоптал, блин, не собрал. Пускай растут и развиваются. Такой берем? Да, возьмем. Света говорит, зато заботы меньше будет. Будет, говорит, на жареху и хватит. Нечего пудрить свое время. Переработку грибов. Я тоже собираю. У меня вон уже. Покажи, сколько. Я, кстати, в перчатках. Потому что эти рыжики, они желтые, они такие. Ну, в общем, пока повымываются, все, потом неделя проходит. Ну да, тебе Так что- вязать потом на камеру с такими. Да просто я руками. не хочу даже не вязать. Я просто не хочу руки, чтобы у меня были такие грязные. Но грибов, конечно, мало. Я хотела бы побольше. Я бы хотела пару ведер хотя бы насобирать. Ну ничего. Походим, погуляем. Вот вам наши мухоморы настоящие, сыроежки я показывал. Говорю, ходим, рыжики редко сейчас попадается, видно еще, только начинается. А вот это самое. А кто за рядовками, то да, просто, ну суперски. Смотрите, какие рядовочки. Смотрите. Видишь? И дальше, так как это они потому рядовками называются, потому что рядок идет. Гляньте. Какие красавцы. Вон под деревом еще и понеслась. Свет, ты что нашла? Ну-ка, сейчас посмотрим, что у тебя тут. Рыжики и маленькие маслята, типа, как мы их называем. Козлят. Маслята, козлята, чехтоны там. Ну, мы их берем изредка, особенно если маленькие. Так, и вот там вот что-то такое торчит. Здоровенькое. Пойдем посмотрим вместе. Что тут я издалека увидел? Рядовка, как всегда. Смотрите. Рядовка. Живет племя лесных людей. Они охраняют лес. Сейчас я покажу их жилище. Так что не удивляйтесь, если вас застукают вон. Видите? Вон жилище лесного человека. Так. Питается он, я так понимаю, пьет шампанское, потому что бутылки с жилища з-под шампанского вивалюються, і питається грибочками, тому нема грибочків. Потому что лесной человек все грибы уже пособирал. Хотя вот стоит, к примеру, линь. Так что не все он еще съел грибы.
Может, даже кому надо жилье, можно снять в аренду. О, перья валяются, значит, кого-то сели здесь. Надеюсь, не людоеды. О, смотрите. Это крутенькое жилище. Вот так. Вот от кого-то только перья осталось. Так что здесь усякое случается. Я же говорю, что здесь и лесные люди живут. Вот смотрите, тоже второй шалаш лесного человека. Они здесь живут. Тоже только перья остались. И ящик с-под этого самого, с-под шампанского. Они вот все здесь. И он даже, они еще и да, цивилизованные, смотрите. Даже зубную щетку, вот утром они пользуются. Видите, вон зубная щетка валяется. Так что они не просто так, они уже немножко не такие одичалые прямо. Они уже зубы чистят, шампанское пьют, грибочки собирают. Все тут у нас есть. Это же Южная Америка, ребята. А в Южной Америке всегда есть всякая такая интересная штучка. Хорошо, что они еще не все грибы съели. Вот что так подрежем. Гляньте, хороший, красивый. Да? Так. Все в торбу. Коробки такие сделаю сейчас. И там так поставлю. Опа. Так, это. Да, вот это вот. Пока достаточно. Мы возвращаемся в Буэнос-Айрес. Смотрите, какая туча за нами гонится. Там на Косте обещали в 4 часа начало дождей и гроз. И вот мы выехали, уже первая плата за дорогу. Сейчас сходим, как говорят, в туалет. А за нами движется в сторону Буэнос-Айреса. И в тех местах, где мы были, вот такая туча. Но впереди у нас вот Буэнос-Айрес, пока светло. Еще осталось, километров 300, наверное, я думаю, нам.